Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 12 января 2022 года. Поговорим о народном празднике на этот день, что можно делать в этот день, что нельзя в этот день делать по народному календарю. Также уделим сегодня внимание очень интересной практике. Благодаря этой практике вы сможете привлечь удачу, деньги, везение, изобилие и благополучие в свою жизнь. Вам нужно на листочке бумаги написать одно слово и отправить в карман или в сумку. Что это за слово, какие слова нужно сказать обязательно вечером, далее в этом видео. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Ну и, конечно, как всегда, по традиции лунный календарь в конце этого видео. А прямо сейчас, друзья, подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, 12 января, и мы начинаем с вами с народного календаря. 12 января в народе праздник Анисья, желудочница. По-другому называли Анисьин день, Анисьи зимние или Анисья. И согласно церковному календарю сегодня вспоминают мученицу Анисию. В народе этот день не просто назвали Анисия, а назвали именно Анисия желудочница, так как сегодня по народной традиции готовили желудки свиньи. Также этот день прозвали как Анисья зимняя. 12 января хозяйки дома готовили блюда из свинины для Васильева вечера, которые будут отмечать пышными застольями. В ночь на 14 число наши предки всегда праздновали Новый год. Свиное мясо на столе было не случайно, ведь свинья, согласно народному поверью, символизировала жизненное постоянство. И, конечно же, человек, попробовавший свинину в прошлом году, в следующем начинал свое существование с чистого листа. Как говорился, оставлял в старом году все невзгоды и все горести и проблемы. Кроме свиней готовили и гусей, а также пекли пышки и лепешки. По внутренностям свиньи предсказывали и зимнюю погоду. Бытовала такая народная примета, что если селезенка ровненькая да гладенькая, то зима ожидается суровая. Селезенка к спине утолщается, то похолодает в конце февраля. Посередине толсто, январь будет холодный. Кстати, уважаемые наши слушатели, подписчики, гости канала, если вы резали свинью, кто живет в деревнях, в селах, расскажите по селезенке, что вы увидели, как вы считаете, какая у нас будет вторая половина зимы. И, конечно же, с Анисиного дня начиналась охота на кабана. Охотники копали на его тропе яму, которую прикрывали ветками и посыпали снежком. А после с кольями, топорами и рогатинками в руках гнали животное в западню. Крестьяне считали, что нечистая сила на Анисью любит полакомиться кровью свиней, поэтому перед свинарником забивали 3 кола, на которые клали по головке чеснока. И считалось, что нечисть, встретив такое сопротивление, не сможет пролезть в свинарник. По традиции, сегодня, 12 января, обязательно проводили гадания на желание. Для этого брали зерно и сыпали его на лед. Если птицы тут же прилетали, то считалось, что задуманное скоро исполнится. А если пришлось подождать немного, то желание исполнится, но не так быстро, как хотелось. А если не прилетали птички, то считалось, что желание вообще не осуществится. На Анисью было у крестьян такое поверье, что если в этот день увидеть у себя в доме или около него незнакомый платок,
то можно было заподозрить порчу, которую сегодня навели недобрые люди. А для того, чтобы от нее избавиться, платок необходимо было кинуть в пламя, в которое добавить несколько кусочков свиного сала. 12 января на Анисию было принято проводить обряды на избавление от различных болезней с помощью свиных внутренностей. Рожденные в этот день, 12 января, считалось, что будут великолепными охотниками и плотниками, а в качестве талисмана им подходил опал. Конечно же, в 12 января наши предки знали, что можно и что нельзя было делать в день Анисии. Поэтому главная народная примета, что нельзя было делать 12 января в день Анисии, это брать подарки от чужих людей. Дело в том, что на Руси издавна считалось, что именно в этот день активизируются колдуны и ведьмы, которые наводят порчу из глаз. Поэтому, поскольку все черные наговоры, сделанные 12 января, особенно сильны, поэтому и дар, преподнесенный посторонним человеком, может быть предложен не от чистого сердца, а с целью навредить человеку, привлечь к нему беды и несчастья. Нельзя 12 января было брать в руки найденный на дороге платок. На него может быть наведена порча, которую человек, поднявший его, может взять на себя. Не разрешалось по народным приметам и солить еду. Кто же ослушается данного запрета, может накликать беду не только на себя, но и на своих родных. Если 12 января к обуви прицепилась какая-то ниточка или веревочка, ее нельзя было убирать руками, а можно было только палочкой, которую после нужно было сжечь. Обувь следовало окропить святой водой и обязательно прочитать молитву «Отче наш». И наши предки считали, что таким образом можно было отвести от себя беды, которые могут быть нашептаны на такой подклад, нитку или веревку злым человеком. Также наши предки знали, что ни в коем случае нельзя было переходить дорогу через перекресток, ведь именно здесь обычно проводятся темные ритуалы. А 12 января не то что ходить через перекресток запрещалось, но и ездить. Боялись, что ослушавшийся мог и себе навредить, и попутчикам, и лошадь загубить. Женщинам возбранялось вязать и шить. Нельзя было 12 января и утираться чужим полотенцем. И не разрешалась в этот день тяжелая работа. Считалось, что кто ослушается данного запрета, может сильно пораниться. Также нельзя было 12 января никого подпускать к своему колодцу, потому что могли навести порчу и свести всю семью в могилу. Сегодня запрещалось кому-либо рассказывать о своих снах, тем более, если в них фигурировала земля, иначе это несло определенные беды. Также сегодня, 12 января, нужно обязательно готовить специальное блюдо из вареного желудка и угощать им всех пришедших в гости. И считалось, что кто его съест, тот год не будет мучиться желудочными болезнями. И вы знаете, 12 января это считается один из удачных дней этого месяца. Мы помним, что да, 11 января был страшный, тяжелый день, а именно 12 января этот день вы можете использовать для привлечения удачи, денег, изобилия. И каждый из нас именно 12 января получает шикарную возможность проявить свою уникальность и продемонстрировать это всему миру. Поэтому обязательно постарайтесь сегодня, 12 января, реализовать свой потенциал. У вас даже сегодня получится выявить какие-то скрытые ваши сильные стороны и привлечь к себе положительное, например, внимание вашего руководства и ваших партнеров. Обращаю ваше внимание, что многие люди сегодня окажутся в благоприятных обстоятельствах, которые будут подталкивать нас к движению вперед и помогать нам в запуске тех или иных проектов. И именно сегодня, 12 января, мы рекомендуем вам провести
очень простую практику, но в то же время эта практика, она очень действенна. Итак, вам понадобится 3 листочка бумаги. Именно берем белые листочки. И вам нужно написать всего лишь на каждом листочке одно слово. Это слово «удача». После этого нужно разложить эти листочки, например, в карманы. Или другой вариант, например, ваша сумка. Ну, тогда в карманы вашей сумки. Например, это может быть кошелек. Далее это может быть, например, внутренний карман сумки, один и второй. И далее это мы с вами значит, написали, ложим листочки, и уже вечером, когда вы придете домой, когда вы уже закончите все свои вопросы, когда вот вы будете находиться в прекрасном, приятном настроении, достаньте эти все записочки, 3 штуки из карманов, и скажите обязательно следующие слова. Удача со мной всегда, везде и во всем. За мной по пятам ходит, неудачи прочь гонит. После этого эти бумажечки вам нужно положить под подушку. И именно под ту подушку, под которой вы спите. А уже 13 января, проснувшись, обязательно поблагодарите эти 3 записочки за то, что они помогли вам и организовали вашу жизнь. И после этого в эти записочки вы можете сжечь и пепел развеять по ветру. Друзья, самая простая практика, которая есть, наверное, на данный момент. Кроме того, если вы смотрите 12 января вечером, в таком случае вы все равно напишите на 3 листочках и положите в свои карманы, и хотя бы минут 15-20 походите. Вот, друзья, такая практика, которую мы всем рекомендуем провести именно 12 января. Далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 12 января 2022 года. По лунному календарю нас с вами ожидает 10 и 11 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Телец. Вы знаете, сегодня силы в организме начинают бить фонтаном, и созидание происходит во всех смыслах. И в какой-то степени это даже главный девиз и тема этого дня. Вы знаете, этот день энергетически очень сильный и питает этой энергией всех людей. Поэтому сегодня ожидайте необыкновенного прилива сил, бодрости, оптимизма, когда каждому человеку захочется свернуть горы. Вершите, творите, созидайте. Не бойтесь проявлять инициативу и браться за самые сложные задания, потому что сегодня вам все будет по плечу. И в этом потоке жизнерадости нужно найти время, чтобы посвятить его своим предкам, истории своей семьи. Постарайтесь сегодня навестить родителей, посмотреть с ними старые фотографии, поговорите с ними о вашем роде. Еще раз изучите и вспомните свою родословную. Этот день будет очень удачен для создания новой семьи. И вы знаете, браки, совершенные в этот день, очень крепкие и редко заканчиваются разводом. В этот день может произойти постижение каких-то высших истин, приобщение к божественным знаниям, которые откроют вам очень важные тайны. Они могут указывать вам на то, в каком направлении надлежит двигаться вам дальше. Очень часто такие просветления 10-е лунные сутки дарят очень неожиданно, когда их совсем даже не ожидаешь. И сегодня благоприятно нацелиться на укрепление отношений в семье, заняться благоустройством своего дома. Это в какой-то степени и семейный день, поэтому хорошо быть вместе с семьей, с близкими, приглашать родственников, общаться с ними. Также будет уместным, если вы вспомните традиции своей семьи, своих предков, и постарайтесь эти традиции поддержать и даже укрепить в будущем. И, друзья, что же касательно стрижки, то стрижка волос, знаете, что сегодня, делая стрижку, вы нарушите гармонию дня, а это может повлиять на ваше здоровье в будущем. Более того, новая стрижка получится неряшливой и, к сожалению, будет долго отрастать.
Именно в этот день, 12 января, запланируйте курс лечения волос и начните пить витамины, проконсультируявшись обязательно с врачом. Сделайте сегодня массаж головы и шеи. Это улучшит приток крови к луковицам волос. Скоро вы заметите, что не только волосы стали расти лучше, но и кожа лица приобрела более здоровый вид. И, конечно же, что же касательно окраски волос, то окраска натуральными красителями поможет расположить начальство к вашей персоне. И сегодня, 12 января, рекомендуется расчесывать волосы как можно чаще, потому что это усилит проводящую функцию волос.